Оце надо було так взбодрить мене з самого утра. Всем привет, вы на канале Гвардио. Ну-ка написали сейчас в комментариях, что же у меня такого интересненького изменилось. Все, подсказывать не буду и озвучивать тем более не буду. Так, я вижу, здесь есть тайт, есть дух пятерка, есть инвокер. И знаете, я вижу, есть дух пятерка плюс тайт, это означает, что будет неплохая такая коллаборация между ними. Можно будет их реализовать, можно докинуть будет вдруг чего медузу. И прям там будет такой развал кабины, что диву даешься. А еще, в принципе, здесь каточка на самом деле для охотников. Потому что есть морские, есть, в принципе, немного магического урона такого неприятного. Ну, возможно, духи, конечно, соберутся 6 духов. Но 6 духов сильно в неметы. И, допустим, те же самые 6 охотников через мантию короля будет намного приятнее играться. С каким-то антимагом, либо же манки кингом. Хотя охотники прут и прут. Возможно, я в действительности ошибаюсь, сейчас мне нужно стоит собрать охотников. Может быть. Может быть, стоит собрать охотников. Кстати, ребят, я до этого сыграл, если что, 5-6 каток на нежити, и у меня максимально неутешительный результат по поводу них. Были все легендарки нужные, был Джакира, были вот эти вот, кстати, видите, расширенный пул у меня до сих пор остался, я как-то забыл его убрать. Надо сейчас его будет почистить немного. И я, наверное, хочу стартнуть через охотников, а там какой-то билд перестроиться. Так вот, о чем я говорил? Я говорил о том, что у меня максимально неутешительный результат по поводу нежити. Как бы я на них не играл, через магический, либо через физический прокаст, у меня получилось, ну, отлететь в топ-4 максимум. Максимум. Даже не в топ-3. В топ-4. В одной катке мне даже максимально везло с предметами, но пришел ко мне какой-то всратый инсектоид и просто меня испепелил по максимуму. Взял клевер, чтобы, если что, бафнуть своих охотников. Может быть, какая-то панда придет. Если охотники не будут приходить, то, соответственно, закину этот клевер в панду. И эта панда, возможно, мне присумонит нужную фигуру. Хотя это вряд ли. Вот. Тут. Есть, конечно, минер еще. И есть такой вариант, что можно будет попробовать сыграть через гоблинов мехов. Ну, тоже. Сыграть через гоблинов... В общем, у меня есть идея покруче. Сейчас многие начнут плеваться от этой идеи, но давайте попробуем сыграть на инсектоидах. У меня есть шикарный, великий план, как можно сыграть на инсектоидах. Просто для этого мне нужен будет Манки Кинг. И я думаю, никто иной. Вот тупо Манки Кинг. Возможно, орка жреца я бы еще хотел видеть. По реликвиям, кстати, здесь есть мастерская бума, и если она выпадет мне на 10-м раунде, соответственно, я попробую еще одно сердце инсектоидов точно наролить. О, чел, а ты в действительности пытаешься играть на лустрике, когда у тебя орк, точнее, жрица собралась 2 звезды? Серьезно? Твоя сейчас жрица 2 звезды разобьет всем моим лица. Вот чекайте. Просто, ну, с такими-то предметами, как у нее, так тем более она разорвет мне лицо. У нее там магическое сопротивление, которое вообще не дамажит по ней ничего. Если чел хотел играть на лустрике, то ему нужно было бы, ну, хотя бы ее в двойку не собирать. Просто оставить его в единицу. Но это его выбор. Это его выбор. Чел там полностью убрал все со стола. Тренд есть. Я, наверное, возьму и тренд там. Ну, мало ли придет он в 2 звезды, может быть. Дай бог в 3 звезды. Кстати, мехи пришли. Мехи гоблины пришли. Отлично. Вот это уже что-то похоже на более-менее адекватный старт. Может, сейчас Тинкер в 2 звезды соберется. Соберется Тинкер в 2 звезды, будет вообще шикардос. Поставлю так вот трентуху через ап уровня. Чтобы у меня был хоть какой-то еще более-менее танк, плюс отхил. Будет приятно. Правильно? Правильно. Так, что это у нас? Тут Фурион в 2 звезды. Ну, по-моему, я здесь должен откисать. По-моему, я здесь ловлю откисного, хотя не факт. Если сейчас резак раскрутит, тренд подхилит, то, возможно, я даже и выиграть смогу. Еще и халявный ролл получить. Но не факт. Или получу. Как Оскар получу, давай. По-моему, выиграю. По-моему, я выиграю. В самом деле, в текущем патче играть на нежити, ну, максимально невозможно. Потому что даже если ты играешь через какой-то физический билд, есть какой-то всратый антимаг, который по твоим мана-героям бьет, будь здоров, и взрывает всю твою нежить, которую только можно. Если только у нежити нету какого-то жесткого моментального прокаста, который снесет тебе половину стола, то, в принципе, нежить хоть как-то может с этим аэмом попадаться. Но
это настолько тяжело, что прям не передать словами. Я вот сыграл, ну, реально много матчей. И нежить тут идет. Но честно, я в него так не верю, что я его лучше распродам сейчас. Ну ее в баню. Я больше в панду верю, чем сейчас, чем в нежить какую-то. Не, на нежити можно зайти там в топ-3, в топ-1 даже иногда. Просто если вам будет идти. И там надо играть прям в лютый темп. Вот у меня в одной катке получилось, что я сыграл в лютый темп, и на 15-м раунде, даже на 20-м раунде у меня... Нет, на 15-м. На 15-м, по-моему, у меня что-то был 9 уровень и 9 нежити. Пол стола в 2 звезды. Я там полностью из инкама вышел, поставил 9 нежити и выносил всех до определенного момента. Пока чертов инсектоид не выставился на свой стол, потому что потом он мне давал по минус 50. И это был вообще тильт. И вот сейчас я хочу сыграть просто на инсектоидов и показать, насколько это хорошая синергия, насколько разработчики понимают эту игру. Как они ответили мне в технической поддержке, что у них есть профессиональная команда, которая занимается балансом, и они 100% понимают эту игру, как никто другой. Вот я вам и покажу, насколько они понимают эту игру. Я более чем уверен на 95%, что у меня получится собрать инсектоидов и выложить эту каточку. Вот смотрите, это 5-я либо 6-я катка. Тупо инсектоиды. Все. На 3-м раунде мне пришлось съедать инсектоидов. Сейчас на 10-м раунде ко мне придет либо же аптечка, либо же мастерская бума. Без разницы, что оба артефакта хороших. Оба реликвии, точнее. Обе реликвии. Есть, конечно, кабанчики. Есть, конечно... Не, ну шлем Ареса такая себе тема, но, в принципе, пойдет. Аптечка. Мастерская бума. Кассаскола. Что еще такого? Ну, в принципе, больше и ничего такого. Вот прям из того, что надо. Баф людей хочу поставить, кстати. Вдруг кто не понял, я хочу поставить баф людей, поэтому покупаю немного людей. Я, наверное, выйду сейчас из инкама и возьму 6 уровень вот так вот. И поставлю, наверное, вместо мехов все-таки баф людей. Но в Трента я больше верю, чем в баф гоблинов. Объективно. Таким вот образом поставлю. Пусть у меня будет Клокверк пока что, потому что это огромная стенка. Или все-таки может Тинкера поставить? Не, пока что пусть будет так. Пока что пусть будет так. Пока что. Обожаю, когда против меня куча чуваков играет на лустрике, это прям шикарно. Особенно, когда у меня есть мехи. Особенно, когда у меня есть мехи. И особенно, когда у меня есть люди. А еще лучше, когда у меня фулл баф людей есть. Это вообще просто прекрасно. Правильно? Правильно. Ну-ка, напишите в комментариях, кому еще нравится, когда в катке много чуваков играет на лустрике. И когда вы можете там максимально реализовать. Кстати, посмотрите, опять Тинкера поплавило. Один в нормальной стойке стоит, боевой такой, второй, ну, что-то приуныл немножечко. Такую голову опустил. Думаю, такое. Жизни. А я в ней... Я думаю, вы поняли. Я думаю, вы поняли. Как бы я хотел сыграть на инсектоидов? По дефолту. Манки Кинг основной керри, потому что это лютая имба. Можно докинуть будет антимага. Можно будет докинуть орка-жреца. И вот вдруг, кто не знает, как инсектоид работает, рассказываю. Просто китайская математика. Представьте, что у вас есть весь стол. В 2 звезды инсектоид, любой формы. Короче, не так. У вас есть 4 фигуры в единицу. Это змейка, скорпион, никс и бруда. Есть все в 2 звезды. Также у вас есть Манки Кинг 2 звезды и Манки Кинг в 1 звезду. К примеру, у вас умирает бруда. С нее вылупляется по самой дорогой фигуре дубликата, выжившей на столе, из бруды в 2 звезды вылупляется, допустим, какой-то скорпион, либо же змейка в 3 звезды. Если же умирает змейка в 1 звезду, у вас появляется фигура рандомная в 3 звезды. То есть это либо будет Манки Кинг, либо же Никс, либо же бруда. Вот такая вот математика китайская. Как-то так это работает. Надеюсь, теперь многие поняли, как что работает. Если что, то перерождаемые фигуры тоже будут считаться как выживший инсектоид. Самое главное, чтобы тот инсектоид, которого вам нужен фиолетовый, не сдох. Именно с сердцем инсектоида. Потому что если тот чувак, в котором есть сердце инсектоида, сдохнет, то финита ля комедия. Не вылупится вам кто-то из инсектоидов. Фигуры инсектоида падают максимально рандомно, если что.
Но вот по такой китайской математике, как я только что сказал. То есть, в принципе, я думаю, вы поняли. Кто вдруг не понял, пишем в комменты, я там просто объясню вот подробно в комментарии лучше, как это. Вот прям подробно-подробно, если это кому-то интересно. Но хотя, я думаю, я выразился отлично. То есть у вас есть фигуры в одну звезду, есть две звезды. Из вот этой фигуры одной звезды, допустим, вылупилась. Вот, допустим, убили бруду, она потому что фиол фигура. У вас есть на столе еще одна бруда, которая стоит в две звезды, она живая. И вот из этой две звезды дается плюс одна к цене продажи, и, соответственно, вылупляется скорпион, либо же змейка в 3 звезды. И если же умирает скорпион, либо же змейка одной звезды, по-моему, я сделал шикарный выбор. А что по реликвии? Сейчас, секундочку. Я думаю, косу скола взять. Там еще один инсектоид. Вот это вот мне, конечно, вообще не нравится. Жалко, конечно, это не аптечка мне упала, потому что с аптечкой я смог бы, знаете, намутить движа максимального. Но, в принципе, меня все устраивает. Пока что. Так вот, вернемся к тому, о чем я говорил. Умирает бруда одной звезды, а у вас есть бруда двух звезд. Из того, что у вас бруда одной звезды умерла, наивысшая цена продажи будет от двухзвездочной бруды идти. А двухзвездочная бруда, если что, стоит, по-моему, 7 монет. А это, соответственно, 8 монет цены продажи. И появляется у вас, соответственно, фигура равной цене 8 монет по цене продажи. Это скорпион, либо же змейка. А так как у вас есть живая змейка одной звезды, и она умирает, она будет отталкиваться от вот этой уже фигуры, которая переродилась в 3 звезды. И, соответственно, это гарантированная трехзвездочная фиолетовая фигура. Думаю, всем все понятно, да? Но рандомно. То есть это не факт, что у вас 100% появится Манки Кинг, либо же антимаг и все такое. Рандомно. Вам может пачку инсектоидов в виде никсов накинуть, либо же бруды. Ну, все. Думаю, понятно. Кому не понятно, комменты. Так, Энчу продаем. Как я уже говорил в своих роликах, ребят. Энча это лучшее будущее. Это инвестиция в самое шикарное будущее, которое только можно представить себе. Представьте, это путевка в космос. Просто посмотреть на космос. Хотя не, плохое, короче, сравнение. Давайте по-другому. Представьте, что это путевка в шикарнейший отель, все включено в Швейцарии. Представили, да? И плюс вам еще минимальная ЗПшка капает. За каждого человека, кто будет отдыхать в этом отеле. И путевочка на 20 лет плюс-минус. А? Как вам? Я думаю, шикарно. Я думаю, еще и как шикарно. Кстати, я думаю, все-таки мне придется сейчас юзнуть эту реликвию, потому что я за нее в какой-то момент забуду. Потому что, знаете, я немножко чувствую, что мозг у меня поплавится. В какой-то момент игры мозг у меня поплавится, потому что я до этого сыграл уже 5-6 каток. На нежити. В которой я пытался реально потеть, пытался реально там продумать каждый свой шаг. Но и рандом отвернулся ко мне. Не повернулся ко мне не лицом. Так и все остальное. Поэтому, ребят, я лучше косу сейчас юзну. В принципе, у меня более-менее хороший стол. Плюс там куча чуваков, которые играют на лустрике. Соответственно, что? Правильно. Я сейчас по обузе немножко уровня. Если бы я смог еще вот этого чувака на винстрике вынести, было бы вообще просто кайфули. Но чего не смог, смогу потом. Правильно? Правильно. Главное в моменте не получить по плаву. Где мой тренд? Хочу тренда. Тренда в 3 звезды. Может фуру продать, а? Выйти в 20 монет, плюс-минус. Сейчас, кстати, на 15 раунде будут мобы. Надеюсь, мне упадет еще одно сердце инсектоида. Там еще один чил на инсектоида играет. Короче, 2 жреца, 1 бог-жрец, который играет через контроль ментальный, и 2 инсектоида в виде меня и у того типа. Пока что как-то так. Пока что как-то так. Прогноз неутешительный. Пум-пум-пум-пум-пум. О, тут, вот, еще, кстати, третий инсектоид. Вот этот чувак под ником Ну. Сказать, что я доволен, это все равно, что ничего не сказать. Как же он мне лицо оторвал, боже. Цветочки умеют присаживаться на личико.
Добротно, без смс и без регистрации, так сказать. Я, кстати, забыл всем сказать, ребята. Сегодня в 6 часов вечера по киевскому времени будет стрим, поэтому я всех жду. Это будет лобби с подписчиками. Не пропускаем, присоединяемся, не стесняемся. Не важен ваш скилл абсолютно, поэтому просто приходим, участвуем и все такое. А также, ребят, не забудьте поставить лайки и комментарии от 3 слов под этим роликом, чтобы он продвинулся в рекомендации тренда. Пожалуйста, спасибо огромное всем. А кто, кстати, не подписан на мой YouTube канал, обязательно подписывайся, потому что скоро 2000 подписчиков. Очень бы хотелось достичь их максимально быстро. И когда я вот так вот прошу, добавляется множество подписчиков. Поэтому, ребят, подпишитесь. Подпишитесь, кто не подписан. А кто подписан, поставь свой лайк и коммент. Поддержи. Спасибо тебе огромное. Спасибо. А если ты еще и подписан оказался, и лайк и комментарий поставил, то все, я жду тебя на стриме. Вкусняшки только подготовь. Угу. Вот. Фух. На самом деле, этот момент вообще из головы вылетел. Просто вот такой немножко движ происходит. И у меня сдвиг по фазе пошел в голове. Не, на самом деле я скажу следующее. Когда вы играете много каток в день, мозг в действительности перестает в какой-то момент отдуплять, что вы делаете. Абсолютно. И вот в такие моменты лучше реально остановиться и не играть больше на сегодня. Вот серьезно. Ну, по-моему, я выбрал шикарное решение. Я принял шикарное решение перестроиться в инсектоидов. По-моему, я сделал отличное решение. Может, даже распродать свой стол и поставить инсектоидов? У меня есть парочка дубликатов. Правда, такие себе дубликаты, но они что есть. Может, реально поставить инсектоидов? Сейчас косу я на максимум реализую. Пока что. Там уже чел играет на инсектоидах, это мне не нравится. А кто это у нас-то такой? Еще один инсектоид. Хорош. Мне нравится. В самом деле, ну, разрабы максимально. Ну, вы сейчас все сами увидите. Я гарантию даю, что я зайду как минимум в топ-3. Как минимум. Как пидать, вот просто. Закрытыми глазами, с максимально обоссанными шмотками и тому подобное, я зайду все равно в топ-3. Вот, зуб давать не буду дорого. Ну, гарантию даю. Гарантию даю 100%. Зайду в топ-3. Я еще сейчас в уровень иду, поэтому мне надо в уровень идти. Мне нужен 9 как минимум. Почему мне нужен 9? Потому что там будет у меня мнимый процент 3% на легендарную фигуру, а также у меня будет мнимый процент на фиолетовую фигуру в виде 20%. А почему мне нужна фиолетовая фигура? Это потому что мне нужен Манки Кинг. Без Манки Кинга и без Орка Жреца билд пойдет по одному месту. Вот давайте сейчас посмотрим. Так, ну-ка. Так, появился Никс. Окей. Из бруды вылез Скорпион 2 звезд. Скорпиона 2 звезд у меня, по-моему, нигде нет, правильно? Правильно, нигде Скорпиона 2 звезд у меня нету от слова совсем. Такое себе. Да, надо идти в уровень. Можно было бы, конечно, поставить сейчас и Вич Доктора, но такое себе. Буду просто идти в уровень. Первое место там что-то такое интересное собирает. Что-то будет, походу, маги дракон или что-то типа того через 12 уровень. Но. Тот билд, который я ему выкачу, магов контрит, будь здоров. Особенно, когда пачка никсов появляется, которые возвраткой своей уничтожают всех этих магов. Самое главное в инсектоидах — это иметь дубликаты фиолетовых фигур. И самое главное держать в голове то, что инсектоиды могут вылупляться рандомно, и поэтому вам обязательно необходим Скорпион, либо же, ну, короче, Скорпион, Змейка, Никс и Бруда. Можно, конечно, чем-то пожертвовать, сыграть на рандоме и тому подобное, но не факт, что, ну, вылупится то, что вы хотите, поэтому как-то так. Если из тех фигур, которые вылупятся, вот, допустим, сейчас бы со Скорпиона вылупился Бруда, не Бруда, Никс, а Никса у меня на столе нет, а вот, кстати, он и вылупился, то, соответственно, из-за того, что Никса на столе у меня нету, и у меня дубликата нету, и если будет какая-то фигура умирать, отталкиваться от нее никто не будет, естественно. Это баланс, на самом деле. Это баланс.
До этого они были еще сильнее, но на самом деле инсектоидов стало намного проще собирать, потому что предмет мать насекомое теперь находится во втором тире. Кстати, чуваку минус 13 дал по лицу чисто. Ну, чисто так. Хорошую прикормку я ему устроил. Где? Минус 13 просто. Сладкий там. Просто сладкий ты мой. Бэггин. А, бог-жрец забрал у него винстрик. Понял. А вот прикиньте, сейчас бы я у него винстрик забрал. Сколько бы я получил опыта? Там, по-моему, если я, если я правильно помню, то у него там 9 винстрик был. И вот прикиньте, под 9 винстрик. Ну, это горячо. Это очень горячо. Чел, кстати, вот меня сейчас взял под контроль. Ну вот, смотри, опять Никс вылупился. Не Бруда, Никс. Вот, не фартануло мне сейчас. Не вылупились нужные фигуры, я откис. Все. Ну, ничего страшного, как говорится. Ничего страшного. Мы еще поиграем с вами. Даже в такой ситуации я уверен, что я 100% займу топ-3 как минимум. Ну вот, посмотрите, мне сейчас Скорпион пришел. А это означает только одно, что скоро. Осталось совершенно немного. Я сейчас еще и 9 уровень возьму на следующем раунде. Что ж мне с 20 раунда выпасть может? Что может не упасть с 20 раунда? Как вы думаете? Губозакаточная машина это 100% не упадет. А вот что-то такое хорошенькое. Панду поставил, это чисто, знаете, как затычка в одном месте. Ну и мало ли мне что-то упадет. Упадет классно, не упадет, да и ладно. Поставила чисто на мобах. Ну, на бабах, я думаю, можно испытать такую удачу сейчас. Так, чупа реликвия. Хотя... Сумку пандамена можно брать. Если что... Ух ты. Если что, то сумка пандамена... Возьму, наверное, некра. Если вы собираете какую-то фигуру... и играете через инсектоидов, то цена продажи у инсектоидов не уменьшается. Так же самое это работает с шаманами. То есть у вас будет цену продажи показывать там что-то типа 2 монетки, допустим, да, по факту у вас фигура должна быть 5 монет стоить. То, соответственно, у вас фигура будет и так стоить 5. Ну, то есть отталкиваться будет от цены продажи 5, а не от 2. То есть можете спокойно юзать сумку пандамена. Пока что это лично мои наблюдения, ребят. Если кто-то думает иначе, то напишите в комментарии и скажите, почему вы так думаете. Потому что по своим наблюдениям, сколько раз я юзал эту сумку пандамена, у меня было именно так, а не как-то иначе. 2 инсека, понимаю. 2 манки кинга, понимаю. Угу. 2 дома. Ну, что ж. Сейчас будем на скиллухе их переигрывать. На самом деле, играть на инсектоидах это чистая рулетка. Повезло, упало то, что надо. Не повезло, упало то, что не надо. Вот опять Никс выпал, допустим. Стинкера. Вот. Как-то так. Зато некр, кстати, 2 звезды есть. Если не игра... Видите? Смотрите, у меня был некр в 1 звезду. Из-за того, что у меня некр 2 звезды, некр в 1 звезду сдох, и появилась змейка в 3 звезды. Как я вам и говорил насчет этой математики китайской. Китайская математика. Я даже этот ролик назову «Китайская математика». Опа, сюда. Хорош. А можно еще одного? Я бы не отказался от еще одного. Уж больно вкусный персонаж. Манки. Это нам надо. Это нам надо. Как мы делаем? Насколько я верю в некра? Процентаж того, насколько я верю в некра. 1%. Пошел в баню. И цветку продам. Без цветки поиграем пока что. Пока что поиграем без цветки. Можешь попробовать найти предмет 2 тира снова? Или лучше подождать? О-о-о. Бруда пока что как надо кастует свою паутинку. Хорош. Если что, только что мне Бруда выиграла файт. Не кто-то другой, а Бруда. Кстати, сейчас будете смотреть. Ну, я надеюсь, что я все-таки соберу Манки Кинга. И вы увидите, почему Манки Кинга не надо нерфить в целом.
Ни Манки Кинга, ни антимага. Если что, антимаг в одну звезду нанес 300 урона на 22 раунде. На секундочку. Угу. Энигма сюда. Сюда эту прикормку. Сюда эту прикормку. Есть змейка, поэтому ставим змейку. Есть энигма, поэтому ставим энигму. Ну, логично, да? Пока что. Можешь попробовать энигму? Я, ну, вообще, на самом деле, я в энигму не особо верю, но пусть пока что стоит. Дубликатов у меня много сейчас. Единственное, что у меня нету двоек. Это плохо. Два Никса вылупила с 2 звезды, понимаю. О, у меня там змейка в углу застряла, и все, она там оттуда не вылезет никогда в жизни. Да, все, это конечное. Конечно для змейки. Если бы у меня змейка не была в том углу, то я бы, наверное, затащил эту катку. Наверное. Но... Если бы такая бы, во рту росли бы грибы. Знаете такое? Обидно. Минус сколько? Минус 12. Больно. Больно все это. Пощадите. О, сюда. Еще одного давай. Я тебе говорю, еще одну дай. Тренд уже не нужен. О, скорпиончик. А вот скорпиончик нужен. Давайте пока что вместо них. Или может не вообще продать, а? Лучше антимага поставлю. Как-то... Как по мне, вот антимага сейчас будет намного больше проку. Вот смотрите, сейчас будет у меня появляться фигура, но у меня нет никаких двузвездочных фигур, это огромный минус. Тут меня, кстати, гоблин переживет, сейчас много в табло принесет. После 25-го раунда я, наверное, буду полностью сролливаться и смотреть, что... О, кстати, Уржец звезды появился. Сюда. Если сейчас... не знаю, если у меня... ну мне уже некуда возвращаться. У меня уже некогда возрождаться. Некому. Некому. Плохо. Так, 2 МК в 2 звезды. Ой, в одну звезду. 2 звезды. Опа. Хорош, бруда есть. Еще одна бруда есть. Отлично. Опа, сюда. Вот это меня сейчас покормили. За обе щеки накидали. Хорош. В хорошем смысле, что накидали. Не в плохом. Так. У меня теперь есть бруда в 2 звезды. В идеале мне нужно найти змейку в 2 звезды. Никса в 2 звезды. И керить одного персонажа, допустим, Манки Кинга. Можно, конечно, найти 2 персонажей. Допустим, найти еще орка-жреца в 2 звезды и в 1 звезду. И, естественно, найти мать насекомая. Мне бы в идеале найти еще один медальон против этого бога-жреца. Просто найду еще один медальон против бога-жреца, он не сможет тырить моего дубликата. А соответственно это плюс для меня. Там он, кстати, еще играет через Лину, потому что Мьёльнир. 29 хп. Напиши, вот поставьте сейчас ролик на паузу, напишите в комментарии, сколько шансов у меня на занять топ-3. Вот чтобы занять топ-3, сколько у меня шансов? Ну, я возьму Magic Rezi. Опа. Чиназус. А такое нам надо? А такое-то мы любим? У меня же в горле пересохло от такой прикормки, понимаете? Да ты прикалываешься. Яичко. Змейка хорош. Все, теперь у меня 2 змейки. Отлично. Одна в 2 звезды, одна в 1 звезду. Антимажик. Это, конечно, хорошо, но мне нужен Манки Кинг. Так, есть еще один Никс. Никс. Может апнуть через яйцо. Наверное, надо выйти в деньги. Хотя можно было бы апнуть сейчас. Не, у меня Никс все равно в звезду. Если бы он в 2 звезды пришел, это было бы другое дело. Или апнуть. Апну, короче.
Пусть у меня будет Monkey King 2 звезды, он будет намного плотнее, соответственно, у него сердце мать насекомое выживет подольше. И вот, кстати, сейчас посмотрим на эту китайскую математику. Переродись! Есть или не есть? Где? Потерял. А там уже переродилась эта змейка. Ну ладно. Так, Скорпион 3 звезд. А дубликат Скорпиона у меня... Вы видите тоже, что и я. Monkey King 3 звезд. Прости, дорогой. Орк-жрец, хорош. Мне нужен 10-й. Не, мне в идеале бы улучшить стол. Но то, что сейчас есть у меня, мне в принципе устраивает. Я, наверное, одну бруду, кстати, поменяю на одного Никса. В принципе, ошибкой это не будет. Правильно? Правильно. И надо выходить в уровень. Мне нужно поставить еще одного дубликата. Желательно Monkey King. Метового персонажа по имени Антимага я продавать не особо хочу. Слишком сильная фигура. Вообще орка-жреца, наверное, я зря продал. Но я думаю, пойдет. Пока что пойдет. Я думаю, особых проблем я как бы ощутить не должен. Хотя, в принципе, могу. Причем спокойно. 29 АХП. Так, бог-жрец, здорово. Как дела? Помнишь, я там приходил, мне давал в табло? Смотри, что я умею. Смотри фокус. А можно МК в 3 звезды? Ой. Ну, прости, пожалуйста. Минус 23. Ну, это кэшбэк, понимаешь? Так, как ты относился ко мне, я отношусь к тебе сейчас. И это кэшбэк. Короче, я его продам пока. Надо выйти в деньги. Надо выходить в бабки. Нам нужны денежки. Маг-дракон там собрался, хорошо. Шар-бездна у меня есть, в принципе, есть чем влочить. Бог-жрец есть еще. Наверное, попробую предмет 5-го тира найти. Да не, я возьму бессмертие. Я возьму бессмертие по той лишь причине, что у меня 100% будет Monkey King выживать при любых обстоятельствах. Соответственно, когда он у меня будет выживать, то больше шансов, что с тех переродившихся инсектоидов вылупится Monkey King 3 звезды. Вылупится Monkey King 3 звезды, то вы увидите балансную фигуру с балансным навыком. Вот как бы все. Ах ты ж падлу, Аганим нашел. Да не имба, ну не имба этот антимаг. Как мне писали в комментариях о том, что типа, если поднерфить ему палку, сделать таким образом, что его палка не будет засчитываться по другим юнитам, то есть не будет давать ему стак тычки, то это будет юзас фигура дисбалансная. На самом деле это будет максимально балансная фигура, потому что сейчас Monkey King это один из самых сломанных персонажей, потому что у него вечная палка. Потому что, когда вы его в 3 звезды собрали, у него вечный стан, который, извините меня, ничем не контрится. Он даже без скорости атаки будет настакивать эту палку. Я предлагаю баланс. Сделать 4 тычки на каждом уровне, увеличить скорость анимации этой палки, и все. И стан, естественно, сделать 1 секунду на всех уровнях, потому что 2 секунды на 3-м уровне это вечный стан. Вечный. Понимаете? Вечный. Там он мало ли того, что с палки настакает, ему нужно будет нанести 2 тычки, которые, извините меня, он уже будет, грубо говоря, наносить. Все. Как-то так. Смотрите, я сейчас буду побеждать, 100%. Чекайте. Чекайте. Сейчас Monkey King 3 звезды. Ух ты какой. Алло, а что ты... Ты чё такой... Ты чё такой Ты чё такой жесткий? Один хп. Прости, пожалуйста. Я не хотел. 1 хп. Я не хотел. Короче, нужно 100% нерфить. Как антимага, так Monkey King. У Monkey King убирать то, что с его палки стакается тычка. И так же самое убрать ему 2 секунды стан на 3-звездочная фигура. Да, это законтрить можно. Это не супер такая... на самом деле это жесткая имба, потому что законтрить вы можете только гритерами. Боже, какие там жесткие типочки. Очень жесткие типочки. Что топ-1, который с винстриком, у которого уже инвокер 2 звезды там. Что топ-2, у которого более-менее хорошие предметы. Хотя он, наверное, хочет играть через орка-жреца. Но все равно плотный там перс.
Дух пятерочка, кстати же, есть, точно. Ой-ой-ой. Но контроль от инсектоидов закачаешься. Правда, никсов спамится, тоже закачаешься по полной программе. Оу май. И мета классный предмет, и мастерская бомба. На самом деле, когда вы играете через инсектоидов и играете через аптечку, то вот эта вот метаморфоза, это обалденная реликвия, которая просто нереально огромное количество хп вам восстановит, если все будет четко. А ну. Возьму клоаку. Возьму плащ-пальто. Я называю это плащ-пальто. Ну-ка в комментариях напишите, как этот трек звучит. Плащ-пальто, стоп. Так, давай, Манки Кинга еще одного. Бруда. Так, у меня получается почти бруда в 3 звезды, но одну бруду я продам. Мне в 2 звезд хватит с головой. В 3 звезды мне не надо. Не приходит МК в 2 звезды. Мне нужен МК в 2 звезды, мне нужен Никс в 2 звезды. И в 1 звезду. Еще одна змейка в 2 звезды. У меня сейчас на самом деле Никс это... самая плохая фигура у меня. Этот Никс бесполезен. Потому что если кто-то будет из дубликата перевоплощаться в Никса, у меня, соответственно, из Никсов никто вылупиться подороже не сможет. А кто мне Винстрик сейчас подарит? А кто это такой вот сладенький, такую булочку за щечки подергать? Минус 3... Минус 34. Извиняюсь, я ж немножко подавился. Фу, все, продышался. Серьезно, я так вдохнул в себя, что ж. Это было жестко. Там собрался маг-дракон. Пересобрался, я смотрю, ведьмака, дракона. Через тролля. Не, подожди, у него не маг-дракон. У него там ведьмаки, что-то там. А, не, у него ведьмаки. 3 чувака. Против магов, в принципе, можно будет пересобраться. Вообще непонятно, у него там бил. А, он играет через тролля пятерку с имбалансным щитом. Вот это вот будет печально, конечно. Максимально печально, я бы так даже сказал. Ну что, у меня, в принципе, апгрейд есть. Апгрейд есть. Главное, чтобы мне сейчас все пришло как надо. Вот смотрите, какой сейчас у чувака стол. И когда у меня будет Monkey King 3 звезды спавиться, вы сейчас приколитесь. Бам! Ну, нормально? Он, конечно, может меня спокойно вынести. Конечно, ну, от этого никто не застрахован. Сейчас мне элементарно не повезет по фигурам, и все. Отправляемся в Next. Тролль у него, конечно, жесткий. Он там еще полностью ролится, непонятно, что собирает. А я соберу предмет 5-го тира и соберу... Ой-ой-ой, там щит пятерочка есть классный. И кираса, и маска. Но я, наверное, щит... Что же делать, щит или маску? Возьму щит, наверное. В щит я как-то больше верю. У меня на самом деле такой сейчас плотный герой. У меня МК 100% будет выживать. 100%. Он чернокнижников поставил. У него сейчас ведьмаки, чернокнижники и керри-тролль. Ой-ой-ой, как топоры сработали, неприятно. Станчик от Никса пошел. Ой, у меня очень ужасные фигуры упали. Максимально ужасные фигуры упали. Брудаться, хорош. Миссы наложились. Но это не поможет. Это не поможет, к сожалению. Не, ужасные фигуры заспавнились. Максимально ужасные фигуры заспавнились. Вот то, о чем я говорил по поводу инсектоидов. Максимальный рандом. Все. Мог бы МК взять, но в этом нет никакого смысла. Можно попробовать сейчас Никса как бы апнуть 2 звезды. И, ну, я думаю, лучше оставить его как дубликатом. Если так со стороны посмотреть, то стол у меня прям то, что доктор прописал. Единственное, поплава это вот Никс. 2 МК в 2 звезды, 2 бруты в 2... Ну, короче, я рискну.
Мне на самом деле вот реально Никс портит всю малину. Мне нужно, чтобы Никс хотя бы был в 2 звезды. Хотя бы. Потому что... А, ну у него дубликата нет. Ну, блин, ладно. У меня есть две змейки зато. Зато есть 2 змейки. Так, пошел. Хорош. МК 3 звезд. Хоть один. Да какая змейка? Сюда. Ой. По-моему, кто-то сдох. Ну. Как я говорил со старта, даже не со старта, а в середине ролика, о том, что я займу 100% топ-3. 100%. Мог бы закрыть глаза и спокойно занять топ-3. Вы посмотрите, какой у него стол. У него на самом деле приятный и сильный стол. У него 2 тролля в 2 звезды, более-менее хорошие шмотки. Все, в принципе, замечательно, шикарно. Все. Что добавить по этому билду? Ничего. Вот реально мне нечего добавить. Monkey King жил, Monkey King перерождался. Все замечательно было. Кто не понял, как работают инсектоиды, объясняю еще раз. Смотрите, у вас есть инсектоиды всех видов. Допустим, первая линия у вас змейка, скорпион, Никс и Бруда в 1 звезду. И у вас есть такие же фигуры, дубликаты, но они в 2 звезды. Если у вас умирает, допустим, Никс в 1 звезду, то из Никса в 2 звезд, у вас Никс 2-звездочный, самая дорогая фигура, выжившая. И вот из этой 1-звездочной фигуры вылупится фигура 3 звезд 3-го тира. То есть это будет либо Скорпион, либо Змейка. А, соответственно, если Змейка умрет 1-го тира, либо же 2-го тира, ну, имею 1 звезды, либо 2 звезд, то переродится уже 3-звездочная фиолетовая фигура, потому что это будет отталкиваться от Змейки, либо же Скорпиона. Ну и, соответственно, это касается только дубликатов. То есть Скорпион, Змейка. Четко, да? Вот так. И не факт, что, конечно, из инсектоида вылупится нужная фиолетовая фигура. Вот как вы видели, в последнем раунде мне наспавнилось явно не то, что я хотел. Как-то так. Вот, ну и Кирилл Манки Кинга. Манки Кинга нерфить не надо, в этом нет никакого смысла. Манки Кинг балансный 100% персонаж, особенно в 3-й уровень, когда его собирают. Там балансная палка, просто кидайте гиперстон на скорость атаки, остаетесь 1 на 1 и 100% станете всех и вся в вечный стан. 2 секунды стана много. То, что засчитывается палка и стак дает сверху за то, что вы сможете накинуть еще одну палку. Ну, это бред. Только это балансит. Вот какой баланс? 4 тычки на палку, 1 секунда стана, все остальные статы оставляем как есть, и сделать так, чтобы стак не настакивался, когда палка бьется. И увеличить скорость анимации вот этой вот палки. Все. Это будет баланс. Так же самое касается антимага. 5 секунд, 6 секунд, 7 секунд КД добавить. Все. На активку. Будет балансно. Это будет не имбово, это просто будет балансно. Вот серьезно. Они так же само будут в пике, все такое, потому что, ну извините меня, они сильные фигуры. Даже с такими вот правками. Они просто станут балансами намного играбельнее. Сейчас же это полный бред. Вот серьезно. У вас появится 1 фигура в 3 звезды, ну ладно, 2, ну 1, ладно. И как надо будет закастуется эта палка, то все, весь ваш стол становится АФК. Хоть у вас будет 10 легендарных фигур в 3 звезды, 1 Monkey King может весь стол этот стереть в порошок. Адекватно ли это? Нет. Ни в коем случае. Есть, конечно, щит 5-го тира, который может вернуть этот стан от палки. Может. Но вы видели, как часто вернулся стан с этого щита? Я нет. Хотя там парочку станов все лишь прилетело. Если объективно так посмотреть, то, по-моему, 2-3 стана максимум прилетело. Но этого было достаточно. Этих 2 секунд было достаточно. В общем. Что думаете вы по поводу этой катки, вы напишите в комментариях. А также, ребят, не забудьте оставить свой лайк в поддержку этого ролика, чтобы он продвинулся в тренды рекомендаций. Не забудьте оставить еще и комментарии. А кто не подписан на мой YouTube канал, обязательно подписываемся, потому что скоро 2000 подписчиков. А еще у меня есть телеграм-канал с чатом комьюнити. Закреплен он в описании под видео, закреплен в комментариях под этим видео отдельной ссылкой. А также у вас появится на экране QR-код. Всем спасибо за просмотр и всем удачи!